Уважаемые зрители, добрый день! Сегодня мы находимся в городе Нуоро, одно из 4 самых важных провинций великолепного, изумительного острова Сардинии. Сегодня я вам расскажу очень странный эпизод «Черной хроники», но важен именно консеквенция этого эпизода, который очень интересен с юридической точки зрения для нас всех. Случилось так, что в один прекрасный день Пасхи этого года, 24 года, двое детей, 14-15 лет, пошли играться в заброшенное здание. Типа прикольно, типа здорово, залезем туда, прыгнем туда. А это здание обрушилось на них, и двое детей, к сожалению, умерли. Не могу объяснить страдания, которые семьи переносят и будут переносить годами, но интересный факт другой. Собственники этого крушившегося обваленного дома являются 14 наследников, как часто бывает в итальянских семьях. Умирает человек, наследуют кузины, братья, сестры и так далее, крупные многодетные семьи. Эти 14 наследников этого дома сегодня были записаны прокуратурой города Нуоро за убийство двоих детей. Тактически это называется omicidio colposo. Такой тип убийства в Италии может быть наказан до 7 лет лишения свободы. И напоминаю всем, что все преступления, которые превышают 3 года лишения свободы, не могут идти на домашний арест. Это гигантская беда не только для семей пострадавших, но это гигантская беда для 14 несчастных собственников этого недвижимости. Но вот и есть стимул для нашего сегодняшнего видео. В Италии, если вы владеете любым имуществом, движимым или недвижимость, машина, велосипед, лошадь или здание, вы несете за этот предмет юридическую ответственность. Пример, который делают нам, ученикам юридического института, это если кусок крыши падает на прохожего. Тут, само собой, каждый владелец недвижимости должен следить за своей крышей, за всеми предметами, которые ее окружают. Типичный другой пример – это деревья. Если у вас в саду растут деревья, вы должны за ними ухаживать, чтобы они не упали на прохожего. Логично. А что касаемо двоих детей, которые залезают против вашей воли в ваш дом, и там случается, непредвидимое. Хочется сказать, они же сами залезли, согласитесь, это первая мысль, которая приходит. Оказывается, в Италии вы имеете, это юридический факт, который есть в самых развитых странах юридического мира, есть обязанность за хранение предмета. Поэтому, если у вас есть здание, которое уже в нестабильном статусе, вы, а не другие, должны обезопасить, чтобы никто не смог в него войти. Но от этого генерируется некая фантазия и некоторые дополнительные юридические аргументы. И поэтому название этого видео «Будьте осторожны, кого вы приглашаете домой». Если завтра вы великолепно приехали в Италию, получили ваш вид-на-жительство, купили вашу мечту виллу и пригласили друга в ваш бассейн, и не дай бог споткнулся, подскользнулся и умер, вы знаете, что вы несете за эту юридическую ответственность? А вы знаете, что некоторые юрист-адвокаты, известные из разных итальянских семей, когда делают праздники у себя дома и приглашают детей, одношкольников, одноклассников, пишут и дают им даже подписывать освобождение какой-либо ответственности при случае падения того или иного друга, одношкольника, одноклассника у них дома в их бассейне. Это генерирует, по крайней мере, мне массу гипотетических с ума сойти вопросов. Первое, хочется сказать, вообще не приглашать никого домой. Вдруг даже у вас в доме в Милане кто-то споткнется на диван, упадет, разобьет вазу, порежется, будет против вас судиться. Теоретически это возможно, да, из мира фантазии, но тем не менее, сколько знаю клиентов, которые купили свои дома со своими территориями, со своими оливками, деревья, склонами, скосами, лестницами и великолепно прогуливают своих друзей, это самое, наверное, большое удовольствие, показывать свою прелесть, которую они с жизни до достижения достигли пути, не дай бог, суперистически внимательно, кого вы приглашаете. Может быть, даже вам сделаю объявление, обращайтесь ко мне, за вменяемую сумму договоримся, сделаю какой-то общий лист освобождения ваших прав, что если кто-либо приходит как вам гость посмотреть на ваши ливки, деревья, бассейны, ступеньки, горы, шкалы и так далее, хоть будет держать на себя ответственность, как заранее заявивший, что да, я не несу ответственность, если вдруг споткнусь, потому что это по моей вине. Но возвращаемся к главной теме. Вы в Италии, напоминаю, имеете всегда юридическую обязательность, да какую-либо ответственность связана с вашей недвижимостью, движимостью и так далее. Даже если кусок вашей автомобиля отвинтивается, вываливается, из-за этого мотоцикл мимо проезжает, вываливается и падает, умирает, это может быть, будьте внимательны, ваша ответственность. Поэтому внимательно следите за вашими предметами. Если они в негодном статусе, вы должны, не другие,
другие, окружить эти предметы, не дать возможность никому в их нести. И будьте внимательны, это, конечно, юморно сказано, кого вы приглашаете домой. Если вы это делаете регулярно, если вы приглашаете детей, если есть какие-то помещения, которые, ну, типично могут создать какие-либо конфликтные, трудные ситуации, опасные ситуации, особенно если дети играются и так далее, я бы вам, наверное, посоветовал, как некоторые делают юристы-адвокаты, до какой-то уровня даже, может быть, болезненной безопасности, но подписать им какую-то декларацию. Это, в принципе, если вы задумаетесь, одно и то же, что вы подписываете каждый раз, когда вы входите в какой-то бассейн, терму, сауну и так далее. Не только в Италии, в любых странах СНГ более-менее точно так же принято. Надеюсь, этот вам видео понравился. Очень-очень жду какие-либо ваши комментарии. Правильно или нет, что двое детей, залезшие в ваш дом, там случилось несчастье, и вы за это отвечаете. Конечно, первый стимул, как говорил мой профессор закона гражданского, что говорит из живота, вроде бы я не виноват, они же сами залезли. А вот это называется в Италии объект ин кустодия, за который вы отвечаете. Очень интересная тематика, несчастный случай, но с юридической точки зрения очень-очень интересно. Спасибо за просмотр, буду признателен за лайк, подписку на мой канал, всегда будете наблюдены на наши новые видео. Спасибо.